Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. Предлагаю в этом видео рассмотреть 10 засекреченных изобретений, запрещенных в нашем мире, которые могут изменить этот мир и вывести человечество на новый уровень космической цивилизации, но в современном мире они запрещены. И, к сожалению, их смогут использовать только люди. Те же, кто произошли от обезьян, либо деградировали до их состояния, просто не способны на это. Например, тот же Тесла, устройствами которого мы пользуемся по всему миру и сегодня, он изобрел множество изобретений в нашем мире как бы неиспользуемых. Например, универсальное лечение посредством восстановления электрического потенциала у людей. Он же в том числе разрабатывал беспроводную передачу электроэнергии и, скорее всего, добился успеха. Просто в нашем мире это тоже запрещено. Иначе человек просто не будет привязан к этим сетям, не будет зависеть от этих сетей. То же самое Тесла старался разработать разное оружие, которое наоборот бы, по его мнению, привело бы к тому, что все войны на Земле потеряли смысл. После его смерти, как всегда, все эти разработки пропали. Мы посмотрим, что происходит с этими разработками, кто их забирает и зачем. Потому что польза является тем богом, которому служит изобретатель. Это говорил один из советских изобретателей знаменитых, которого мы тоже в этом видео вспомним, потому что он нам подарил технологию богов, но мы ее не используем. Кроме богов и людей, в этом мире есть и зло. Они же сатанисты, они же существа, произошедшие от обезьян, и, соответственно, они блокируют эти изобретения. Иначе они потеряют контроль над человечеством. То есть это египетская фреска, все объясняет, и без понимания иероглифов, что делают эти существа. А наша задача вспомнить, что мы люди, соответственно, мы способны мыслить и выходить на другие уровни развития, на уровень космический, человеческий, а не быть просто удобрением для обезьян. Например, вот один из ярких примеров, что раньше делали с такими изобретениями. Перед вами журнал «Техника молодежи» номер 9 за 1980 год. И статья «Куда исчез электроскоп?» В 1898 году Ян Щепаник создал аппарат, передающий цветное изображение на расстоянии. Представьте, 19 век, сенсация. Он зарегистрировал его, получил патент 5031. 24 февраля 1898 года. И он даже договорился с комитетом Парижской выставки 1900 года и продал его за 6 миллионов франков. Это сумасшедшие деньги. По нашему времени это все равно, что 6 миллиардов тех же долларов или евро. То есть сумма нереальная. Но после того, как изобретение было куплено, изобретение просто пропало. И о нем никто уже не слышал. В 1911 году новый изобретатель создал способ передачи однотонного всего лишь изображения. Это тоже вызвало сенсацию на то время. Соответственно, это яркий пример, что происходит с изобретением. Но это самый мягкий способ. Например, если вспомнить Михаила Михайловича Филиппова, он родился в 1858 году, а погиб в 1903, потому что умер при невыясненных обстоятельствах. Все его документы, все его изобретения пропали. Считаются изъятыми либо утраченными. А в чем же проблема? Проблема в том, что он занимался исследованием миллиметровых электромагнитных волн, экспериментами, внимания, по передаче энергии взрыва на расстоянии. То есть гипотетический луч Филиппова. При этом он выпускал свой научный журнал. Он был супер одаренный человек. И вот его письмо накануне гибели в газете Петербурга, где он рассказывал, что в ранней юности он увлекался прочтением Бокля и думал, как бы остановить все кровопролитные войны. И как это ни удивительно, он сделал открытие, которое фактически войну отменяло, потому что он изобрел способ передачи на расстоянии волны взрыва. Причем он супер дешевый и простой, и можно передать взрыв на расстояние 1000 километров. То есть что-то взорвать в Петербурге, а взрыв произойдет на самом деле в Константинополе. То есть дешево, доступно и фактически упраздняет войны, потому что если это будет у всех, то нет смысла в войне, по его мнению на тот момент.
Есть ли этому подтверждение? Может, он просто как бы фантазировал? Ну вот, Максим Горький в беседе о ремесле. Он здесь вспоминает о Филиппове, это книга 30-го года, и напоминает, что вообще-то Филиппов нашел способ зажечь лампу из Петербурга в Царском селе. То есть передача энергии на расстояние без проводов. Вот в чем его вина. И, соответственно, потом его нашли мертвым в собственном квартире. Все потом изъяли, бумаги, аппараты, все его как бы исследования. Тут же Горький упоминает о Маркони, который по воздуху передал электроток из Генуи в Австралию. Ну, это, скорее всего, все-таки имеется в виду сверхдальняя связь, то есть радиосвязь. А Филиппов именно передача энергии, в том числе световой, то есть в итоге энергии взрыва. Оказывается, в воспоминаниях Теслы тоже фигурирует Филиппов. То есть они с ними переписывались, он тоже его держал в курсе о своих открытиях, присылал ему интересные как бы экземпляры своего журнала, где были очень полезные темы. И действительно, тут Тесла вспоминает, что в ноябре 1902 года он писал мне, что скоро всем войнам придет конец, так как он нашел способ электрической передачи на расстояние взрывной волны. То есть это весьма оригинальная идея, в которой электромагнитный сигнал становится проводником для взрывной волны. Но как бы погиб. Ну погиб не просто так, потому что тут Тесла пишет, что от общих знакомых он узнал, что он был убит агентами германской разведки, потому что отказался продавать им свое изобретение. То есть методы сатанистов. Сначала замолчать. Если замолчать не получилось, как на той выставке, ну давайте купим. Если человек отказался купить, ну придется убить. Все очень просто до безобразия. То есть это универсальные методы сатанистов в любом времени. Вы тоже ощущаете, что с возрастом или после сильных стрессов организм уже не восстанавливается за пару дней, как раньше. Знакомое чувство, когда простая простуда выбивает из колеи надолго, а сил становится все меньше. Я давно все понял. Ждать, пока иммунитет окончательно сдастся, не вариант. Его нужно поддерживать грамотно и по-настоящему. Именно поэтому я снова возвращаюсь к синтезиту иммуноактив. Я уже рассказывал, что это не просто очередная добавка с железом, это принципиально другой подход. Его основа – это особая синтезированная молекула, которая действует на причину слабости. Она помогает нашему собственному костному мозгу производить здоровые полноценные клетки крови. По сути, мы не подпитываем организм извне, а даем ему инструмент, чтобы он сам начал работать, как задумано природой. И сейчас у вас есть отличный шанс протестировать его на себе. Мы договорились о специальной скидкой на Озон, где вы можете заказать синтезит иммуноактив и быстро и с гарантией от официального поставщика. Ссылка на заказ ждет вас в описании под видео. А вот главный бонус. По промокоду Виктор30 вы получите 30% скидку на весь ассортимент синтезит. Но не тяните, промокод будет действовать только до конца декабря. Это как бы дореволюционное время, время Первой мировой войны, до Первой мировой войны. Потом в мире появилось такое государство, как Советский Союз. Так вы знаете, что в Советском Союзе только 2% изобретений доходило до практического внедрения. И яркий пример подобных систем Лев Александрович Юткин. То есть ему дали даже возможность заниматься наукой. Он создатель электрогидравлического эффекта. Он и его жена создали сотни заявок, изобретений, свидетельств, то есть 200 способов использования устройства. То есть фактически он смог приручить энергию молнии. Например, при его способе легко очищать сточные воды. То есть все, что плохое в сточной воде, оно просто разрушается до базовых элементов, которые служат просто удобрением для сельского хозяйства, например. Либо, например, опять же, вспоминая тоже сельское хозяйство, можно производить удобрения прямо на месте. То есть не нужны все эти химические заводы, транспортировка удобрений. Ты производишь удобрения, тебе нужны вот здесь, вот ты их здесь и производишь. Все легко, просто, доступно и стоит копейки. Говорят, что дороги, построенные по его технологии, служили десятки лет без капремонта. Они его просто не требовали. И вспоминая эффект Юткина, можно вспомнить, что про подобный Ваджару нам говорили предыдущие цивилизации.
Опять же, эти сведения хранились в Тибете, много раз я их показывал, как они плавили металлы при помощи электричества, энергии той же молнии. Так Юткин повторил это изобретение. То есть это возможность в том числе и плавки металлов, и получения подобных вот порошков, которые, например, порошок из золота, который помогает продлить молодость, либо приводит к антигравитационному эффекту. То есть это делали в прошлом при помощи вот этих щипцов ваджаров. В наше время можно это получить при помощи эффекта Юткина. Но ему дали возможность его как бы внедрить, но на сегодняшний день подобный эффект практически нигде не используется. Именно потому, что он суперэффективный. То есть применение его, многие технологии, многомиллиардные затраты, время просто, оно не нужно. Никому не нужно, дешево, доступно, поэтому оно и запрещено. Но фактически здесь была освоена сила молнии. Если вам кажется, что это просто нереально, то давайте вспомним про Филимоненко. Он в 1952 году создал летающую машину нового принципа. Магнитолет Филимоненко. Прошел публичные испытания, показал членам комиссии. Что же сделали члены комиссии? Засекретили его изобретение, а самого его перевели в секретное бюро «Красная звезда», где он там работал над реакторами для ракет, как бы спутников. Но Филимоненко утверждал, что его механизм основан на отталкивании от магнитного поля Земли. То есть внешний магнитолет представлял собой два диска, вращающиеся в разных направлениях. А справа как раз вот эта схема, ту, которую предлагал Филимоненко, она действительно работала. Если вам это кажется нереальным, то это же описано в Виманике Шастре, как предыдущие цивилизации использовали магнитную энергию Земли для перемещения в ее магнитных полях. То есть он фактически Виманику Шастру подтвердил. Но это еще не все. Работая над энергетическими установками для летательных аппаратов, Филимоненко построил установку холодного термоядерного синтеза в 1957 году. Он получил способ получения энергии за счет реакции ядерного синтеза гелия из дейтерия. Установка работала при температуре 1150 градусов, что считалось невозможным тогда и сегодня. Она в противовес всем современным реакторам является абсолютно экологически безопасной. Всякие излучения, вредные отходы отсутствуют. А количество энергии, получаемой, просто невероятное. В том числе в форме пара под очень высоким давлением, что легко и просто позволяет крутить турбину и получать гигантское количество того же электричества. Так что же сделали с подобным изобретателем? Ну, мягко говоря, его поддерживали Курчатов, Королев. Но после смерти и первого, и второго фактически все наработки Филимоненко просто запретили и закрыли. То есть после 1968 года никакие разработки Филимоненко нигде не использовались. Они были засекречены, а сам Филимоненко уволен. В 90-х годах он последний раз предпринял попытку заинтересовать власть своими изобретениями. Ну, как он и предсказывал, никому это будет не нужно. Какая власть, такие потребности. В 2013 году он умер. Ну, его наработки никому не нужны и сегодня. Хотя они способны изменить мир в прямом и переносном смысле. Русский Леонардо да Винчи, Александр Чижевский. Он первый доказал, что магнитно-электрические поля влияют на мозг и придумал способ это использовать. То есть знаменитая лампа или люстра Чижевского. Это генератор отрицательных ионов, который усиливает кислородный обмен и выработку дофамина. Это специальный излучатель, который, по идее, насыщал воздух отрицательными ионами. Также это помогает, соответственно, людям оздоравливаться, омолаживаться, устранять головные боли, снимает хроническую усталость. Но, соответственно, осаждается пыль и очищается от микроорганизмов. То есть уникальное изобретение. Он самый молодой доктор наук, получил эту степень 21 год. Опять же, первооткрыватель космической биологии, поэт, художник. Но никому ему исследования особо были не нужны. И занялись его исследованием Академия наук только после его смерти в 1965 году. Она занималась изучением архивов Чижевского.
Куда они пропали, что там было, ну, сегодня фактически неизвестно. То же самое можно сказать и про открывателя частоты бессмертия. То есть ее открыли в 1962 году. Эксперимент проводили в Калифорнии под руководством биофизика Роберта Беккера. Ученые воздействовали на клетки с помощью определенной электромагнитной частоты 7,83 Гц. То есть резонанс Шумана. То есть фактически ученые вводили человека в резонанс с самой Землей. В результате клетки начинали восстанавливаться в 3 раза быстрее, а старые ткани возвращались к молодому состоянию. Однако протоколы исследований внезапно были засекречены. Спустя год после первых публикаций, сама лаборатория закрылась. Официальная причина — недостаток финансирования. Но свидетели сообщают, что Беккер и его команду вызвали на закрытое совещание с правительственными структурами, а после этого они особо перестали выходить на связь. Один из ассистентов передал копию записи, в которой значилось, что вот эта частота 7,83 Гц синхронизирует митохондрии клеток с природным ритмом планеты. Это замедляет старение, так как организм перестает бороться с окружающей средой, а входит в резонанс. Через неделю этот ассистент умер от сердечного приступа в 34 года. Ну, по крайней мере, мы обладаем такой информацией. Честно говоря, ничего нового, потому что частота Шумана, все эти эффекты с ней связаны, в том числе частота медитации, молитв. Это все настройка на окружающую нас природу. Кстати, документы по его исследованиям засекречены до 2062 года с официальной формулировкой об угрозе национальной безопасности. То есть, фактически он открыл одну из технологий омоложения и чуть ли не вечной жизни, можно и так сказать. Когда человек находится в гармонии с природой и получает все, что нужно для жизни и здоровья. Лабораторию этого человека несколько раз полностью уничтожали и закрывали. Он 3 раза создавал ее с нуля. В 1979 году Джон Хатчинсон экспериментировал с продольными полями Теслы и открыл целую серию странных и необъяснимых эффектов. Благодаря генератору Ван дер Графа и нескольким катушкам Тесла образуется зона, в которой объекты начинают левитировать, плавиться, а некоторые просто крошатся в порошок. Да, его изобретениями интересовались, приглашали работать на правительство, но он этого не хотел, а хотел, чтобы его изобретения пошли на пользу людям. Провел 750 удачных презентаций, но спонсоров так и не нашел, а хоть весь научный мир был потрясен его эффектами, но в итоге никаких спонсоров, умер он совершенно неизвестным бедным человеком, а после смерти его просто окрестили лжеученым. Ну и сатанисты на этом свое дело завершили. То есть, талантливый человек, его изобретения могли изменить мир, вместо этого он получил, мягко говоря, забвение, ну и клеймо лжеученого, больше ничего. Таких чудес хватает. Например, в наше время много автомобилей, которые ездят на разных типах топлива. Но автомобиль Стэнли Майера, который ездил на воде, никто еще не смог переплюнуть. То есть он на 1 литре воды мог проходить 43 километра. Друзья и коллеги изобретателя утверждали, что на него было сильное давление сверху. Его заставляли продать патент и немедленно прекратить исследования. Но он отказывал всем. То есть в скором времени он попил апельсинового сока, после которого просто упал замертво. Посмертно сатанисты окрестили его лжеученым. Одна и та же технология на разных людях применяет. То же самое можно сказать, вспомнив хроновизор Эрнетти. То есть в 1960 году ученый Эрнетти заявил миру о том, что разработал хроновизор, машину, которая позволяет человеку видеть прошлое. Его теория заключалась в том, что все происходящее оставляет энергетический след, который не может быть уничтожен, и его можно будет считать. А где же этот хроновизор? Ну, по сегодняшним данным, он хранится в Ватикане, как и много других загадочных инструментов, документов из прошлого. Кроме Эрнетти есть Аттору Майорана, блестящий ученый, инженер, математик, физик-теоретик. Он работал над массой нейтрино. Уравнения Майораны и фермионы Майораны названы в его честь.
1937 году Majorana предсказал, что в природе может существовать стабильная частица, которая одновременно является и материей, и антиматерией. Но это же просто какой-то переворот в науке. Это супер количество энергии, потому что там, где встречается материя и антиматерия, вообще-то происходит гигантский взрыв. Здесь же она существует вроде бы в стабильном состоянии. То есть лауреат Нобелевской премии Ферми, обсуждая исчезновение Majorany, однажды сказал, а он исчез тоже примерно в 1938 году. Majorana был слишком умен, если он решил исчезнуть, его больше никто не сможет найти. Но проблема в чем? Проблема в том, что человека, похожего на Majorana, видели в разных местах мира в разные годы, и он при этом не изменился в возрасте. То есть последний раз, где его видели, это 1955 год. Вот они провели сравнение в 2011 году фотографий Majorany, человека, который был замечен и похож на него в 1955 году. Сделали 10 точек соответствия и сказали, да, это тот же Majorany, который ни на год не постарел. То есть фактически перед нами человек, который вполне вероятно открыл свойства материи и антиматерии, ну и научился путешествовать сквозь время и пространство, то есть телепортация, ну и плюс машина времени. Может это изменить мир? Может. Ну, он, наверное, правильно решил, что еще не пришло этому время. Что для начала мир должен измениться, а потом уже эти изобретения, которые уже давно сделаны, выйдут на службу человечеству. Ленский Василий Васильевич, президент Международной ассоциации ученых и интеллигенции. Профессор, писатель, ученый, кандидат по физике взрыва. Но все это мелочь. Главное, он основатель науки многополярности. Что такое многополярность? Земля двухполюсный магнит, а вот Солнце многополюсный магнит. Используя свою науку, он добился внедрения, скажем так, сказочных технологий. То есть в сказках, например, Баба-Яга выращивала растения за неделю. То есть каждую неделю получался новый урожай. У Ленского в экспериментах при применении многополярности получилось то же самое. То есть от момента того, как зерно было посажено, скажем так, в землю, до момента того, как можно было уже собирать, урожай проходило ровно 7 дней. Опять же, используя энергию многополярности. То есть многополярность — это путь, как раз сказочное прошлое человечества. То есть те технологии, которые мы даже не можем понять. А они фактически просто имеют высокий уровень развития и доступны не для тех, кто деградировал до уровня плоскости, то есть бактерий, вирусов, а именно находится в многомерности, способен развиваться и мыслить в многомерном пространстве, то есть божественном. Это способности человека. Ну, я надеюсь, вам было достаточно изобретений, которые могут изменить мир. Ну, для начала нужно измениться людям, вспомнить, что они не удобрения для обезьян, вспомнить, что они не произошли все от обезьян, что они потомки духовного мира, людей, богов. Ну и понять свое прошлое, потому что тот, кто не понял свое прошлое, вынужден пережить его снова и снова. Ну и пришло время как бы выходить из этой ситуации и вспомнить, что вы люди, способны вести себя по-людски, способны вести себя как человек многомерный, ну и осваивать сказочные былинные технологии, которые способны изменить мир и снова вывести человечество на уровень космической цивилизации. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал.
Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.